Дональд Биссет. Сказка про слона, про костер и про белую уточку. На столе лежала книжка с картинками. Луна заглянула в окно и увидела на первой странице тигра. «Какой ты худой!» — сказала Луна. «Крррр!» — ответил тигр. «Я голодный!» «А чего бы тебе хотелось?» «Сказку!» — сказал тигр. «Сказку?» — удивилась Луна. «Только хорошую! От них я толстею! Вот так!» И тигр стал расти на глазах. «Посмотри в окно!» — сказала Луна. «В доме напротив живет писатель. Он умеет придумывать очень хорошие сказки. И я познакомлю тебя с писателем». «Привет, тигр!» — сказал писатель. «Крррр!» — ответил тигр. «Ой, разве умные тигры так здороваются?» «Крррр! А я голодный!» «На вот тебе косточки с мясом!» «Крррр! Я не люблю мясо! Я люблю сказки! Хорошие сказки! От плохих я умираю!» «Вот так!» И тигр лег лапами вверх. «Вот чудеса! Про кого же рассказать тебе сказку?» «Про тигра!» «А про слона можно?» «Можно!» «Так слушай. Про слона, про костер и про белую уточку. Жил-был на свете слон. Очень большой, не очень красивый, но очень добрый. Звали его Лони. Однажды он пошел гулять и пришел к пылающему костру. Возле костра грелась белая уточка. Ее звали Миранда. А рядом был пруд, уточкин пруд. Лони остановился, чтобы полюбоваться на костер, на белую уточку и на их отражение в воде. Вдруг набежала туча, стал накрапывать дождь. «Пф!» — всхлипнул костер. «Если дождь разойдется, я погиб!» «Не унывай, дружище!» — сказал Лони и подул на костер. Костер чуть разгорелся и повеселел. Но дождь все лил, и Лони попросил Миранду полететь к тучке и сказать ей, чтобы она уплыла подальше, иначе дождь совсем зальет костер. «Ох, прости, пожалуйста!» — сказала тучка Миранде. «А я и не подумала. Это я тебя хотела полить дождем. Ведь утки больше всего на свете любят плескаться в воде». «Спасибо!» — сказала Миранда и полетела назад, а тучка понеслась в другую сторону. Не жалея сил, Лони дул и дул на костер, и костер запылал ярче прежнего. Но теперь Миранда загрустила. Она так любила дождь. Все утки любят воду. Тогда Лони опустил хобот в пруд, набрал воды и обдал уточку дождем. Нет, не дождем, настоящим ливнем. То-то была радость. Миранда захлопала крыльями от удовольствия. Но вот настало время возвращаться домой. Лони сказал «до свидания» и пошел. Миранда долго смотрела ему вслед. И ей казалось, что он становится все меньше и меньше. Наконец,
Лони совсем исчез из глаз. Тогда Миранда спрятала голову под крыло и заснула. Ей приснился Лони, такой большой, не очень красивый, но очень добрый. «Все? Конец?» — спросил тигр. «Этой сказке конец», — сказал писатель. «Тогда я лягу спать», — сказал тигр. «Вот здесь, в углу кадра, где буквы не мешают». И тигр свернулся калачиком в углу кадра. Но один глаз у него был открыт. «Одним глазом я не сплю», — сказал тигр писателю. «Поэтому расскажи мне еще сказку». «Про кого?» — спросил писатель. «Про тигра». «Опять про тигра? Это скучно. Лучше про львов. Про Грозного и Тихоню. Вот, смотри, я нарисовал их портрет». «Ой, а они не кусаются?» — испугался тигр. «Что ты? Это очень умные львы. Тогда давай, рассказывай». «Хорошо, расскажу, но только в другой раз. А то ты и так стал вон какой толстый». Конец. А следующую сказку я расскажу тебе чуть позже. Приходи завтра. А то растолстеешь, как наш забавный сказочный тигр.